Привет, друзья! Давненько мы с вами не виделись, я по вам очень сильно соскучился. И сегодня хочу начать с достаточно простого рецепта. Надеюсь, для многих из вас он будет полезным. А самое главное, что я просто от чистого сердца хочу им поделиться и показать, как я готовлю свою любимую жареную картошку. Здесь на самом деле нет ничего сложного, несколько простых правил, и если их придерживаться, то всегда получается отличный и вкусный результат. Самое главное, с чего начинается жареная картошка, это выбор картофеля. И я настоятельно рекомендую использовать картофель, который подходит именно для жарки. Наверняка кто-то уже захотел написать в комментариях, что это за картошка для жарки, что за картошка для варки. Но на самом деле все сорта картофеля разделяются по кластерам. Какие-то сильно крахмальные, какие-то менее крахмальные. Так вот, картошка, в которых содержание крахмала меньше 10%, ну там 10-12%, они отлично подходят для супов, для салатов. Во время приготовления варки или запекания они после этого отлично держат свою форму. То есть кубик, прямоугольничек суперски сохранится и будет всегда красивым в супе или салате. Следующая картошка, в которой чуть больше крахмал, там в районе 15%, отлично подойдет для картофельного пюре. Она достаточно хорошо разваривается, но при этом у вас не получится такого клейстера затянутого. И вот следующий этап – высококрахмальная картошка с содержанием крахмала до 20%, 18-20%. Она идеально подходит именно для жарки. Она получается хрустящей, мягкой внутри и очень-очень вкусной. Для того, чтобы я доказал вам, что я не вру, в больших гипермаркетах практически, во многих типа Ашан, Икеа и Метро уже прямо на ценниках пишут, какой сорт картофеля для чего подходит. Вот небольшое видео. И даже если вы закупаетесь, например, на рынке, где вам не подскажут, подходит этот картофель для жарки или для варки, просто подходите, спросили сорт, быстренько открыли телефон, загуглили, посмотрели, что это за сорт, какое содержание в нем крахмала, и либо купили, либо пошли выбирать дальше. И дальше, когда мы определились с картошкой, разумеется, мы ее почистили и начинаем нарезать. Как ее нарезать? Вот у меня картофель для жарки. Мне нравится нарезать его достаточно крупным бруском. Я режу на две половинки и еще напополам. То есть ширина примерно сантиметр, будем так говорить. И нарезаю ее брусочками. Не сильно длинными, но и не супер короткими. Вот такие брусочки. Кто-то режет картошку пополам, потом полукольцами, кто-то нарезает соломкой, кто-то вообще обстругивает картошку по кругу. В принципе, большого значения это не имеет, в зависимости от того, сколько граней у картошки, столько жареных корочек у нее может получиться. Ну и, конечно, тут важно придерживаться принципа соблюдения одинаковой толщины всех кусков, для того, чтобы они равномерно готовились и были готовы все вместе, когда вы закончите. Еще один способ проверить на то, насколько крахмальная картошка, это опять же, если там возвращаться к рынкам, и вам дадут возможность одну картошку разрезать, это взять две половинки разрезанного картофеля и потереть их между собой. Если в картошке много крахмала, то расщепляться она будет очень тяжело. Будет очень трудно разорвать половинки друг от друга. Они практически не расходятся. Придется приложить усилия. Поэтому и брусочки после того, как мы их нарезали, не торопятся друг от друга отходить. Они склеиваются друг с другом. Он даже к ножу липнет. И поскольку в случае с жареной картошкой для нас очень важно количество крахмала в картофеле, мы ни в коем случае его не вымываем. Именно по этой причине картошку я почистил непосредственно перед жаркой. Она у меня не лежала в миске с водой. И уж тем более маленькие кусочки не стоит замачивать в миске с водой. Нам нужна сухая картошка. Вот теперь можно разогревать сковородку, наливаем туда небольшое количество растительного масла, и я добавлю небольшое количество топленого. Топленое масло – это не то же самое, что сливочное. Сливочное горит, а топленое идеально подходит для жарки, при этом сохраняет сливочность во вкусе. Подсолнечное масло и топленое. Конечно, картошку можно пожарить также и на свином сале, и на гусином жире. В любом случае будет очень вкусно. Даем сковородке хорошенько разогреться, и после этого отправляем туда картошку. Отправляем картошку. После того, как картошка оказалась на сковороде, оставляем ее в покое минут на 2-3, для того, чтобы первая и нижняя корочка хорошенько прихватилась. При этом нам не нужно ее сжечь, поэтому выставляем нагрев чуть выше среднего, не максимально, иначе очень легко упустить момент и пережарить картошку и с самого начала начать ее готовить
уже с пригоревшими частями. А пока картошка жарится, у нас есть пару минут. Мелко нарежу репчатый лук. Одной головки будет вполне достаточно. Его мы добавим после первого переворачивания. И отправляем картошки. Мало того, что жареный лук и жареная картошка вместе это еще вкуснее, также в луке содержится большое количество сахаров, и после соприкосновения со сковородкой они начнут выделяться, карамелизироваться и быстрее придавать и луку, и картофелю приятный коричневый оттенок. На этом этапе больше никаких заморочек. Минут 15-20 картошка будет обжариваться. Каждый раз ее в течение 1,5-2 минут хорошенько перемешиваем. Но не делаем это очень часто. Ну что, друзья, прошло минут 18. Картошка отлично выглядит. Сейчас самое время ее посолить. Обратите внимание, как важен сорт. Вот я ее уже мешал раз 10-12, наверное. При этом каждая картофельная по отдельности. Они не ломаются абсолютно. На этом этапе мы ее солим. Можно добавить травок или перца, если кто-то любит. И еще разочек ее перемешиваем. Смотрите, каждая картофельная по отдельности. Сейчас самое время мелко порубить зелень. Мне нравится картошке больше всего использовать укроп. Добавить, подождать еще минутки-две. После этого накрыть крышкой, выключить и дать ей постоять минут 5-7. И получится идеальная картошечка. Укроп порубили. И к картошечке. Запах обалденный. Укроп, картошка, репчатый лук жареный. Все это идеально сочетается. Можно на мелкой терке потереть чеснок туда, для тех, кто любит. Но мне в последнее время что-то не очень нравится это сочетание. Как я и говорил, еще минутку жду, закрываю крышкой и выключаю нагрев. Отдыхай. Ну что, друзья, время открывать и наслаждаться. Запах, конечно, стоит нереальный. Любой уважающий себя человек, который хоть раз жарил картошку, знает, что самое вкусное – это есть вилкой прямо из сковородки. Так правильно. Так самый настоящий верный метод поедания жареной картошки. И что мне нравится, вот опять же, в зависимости от сорта, посмотрите, каждая картошка сохранила свою форму. Они все прямоугольничками, нет никакой крошки. Достаточно много прижаренок, лук жареный, картошка. Не чрезмерно промасленная, с укропчиком. Ароматная, мягкая, расходится на языке, жареная, просто сливочная. Это блаженство, друзья. Это так вкусно, что хочется есть и есть. На этом у меня все. И несмотря на то, что у меня борода не такая крутая, как у некоторых именитых шеф-поваров, могу сказать, что эта картошка потягается со многими. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте ему лайк, поделитесь с друзьями и оставьте комментарий. А у меня на этом все. До скорых встреч. Пока-пока.